Добрый день. У вас английская набережная, да? Да. Пристегнетесь? Конечно. Вы просто такая радостная. Вы радостная? Да. Что за счастье? Он в адрес-то посмотрели? Ну, английская набережная, что там? Да, там ЗАГС находится. Вы знаете, мы же у нас все у таксистов сливается в один большой сплошной адрес. Нам, да, и мы уже забываем, что там за знаковые места. Английская набережная, ЗАГС. Так вы, у вас свадьба сегодня? Вы что-то не в этом, не... Ну, я еду просто подавать заявление. А что, одна? Сейчас можно одной подать за всех? Или как? Вообще, конечно, можно одной, но вот я просто от зубного, я вот решила перед этим делом как бы вылечить все зубы. Немножко такой акцент у меня сегодня, поэтому... Вот, поэтому у меня как бы жених там уже, он там едет с работы, а я вот после зубного одна. Ну, поздравляю вас! Это ж такое событие. Я, честно говоря, прошел этот путь тоже. Я и заявление подавал в этом же ЗАГСе, и свадьба у меня была тоже. Точка. Ну, и в этом же ЗАГСе, понятно, я и подавал. Нет, ну, свадьба там, просто регистрация была там, на английской набережной, и потом была, соответственно, свадьба уже не на английской набережной. Ну, потому что я тоже прошел этот путь через английскую набережную, поэтому я вас понимаю. И для женщин я понимаю, что это прямо, ну, один из таких вот отчетных периодов своей жизни, да? То есть это какая-то цель, да? Ну, расскажите. Это значимый день прям, это... Ну, действительно, даже если женщина говорит, что она как бы вот замуж не хочет, там и все такое, но когда делают предложение, все, у тебя сразу в башню сносит. Вся жизнь обнуляется, да? Все, что было до этого, не считается. Да. Это главное событие в моей жизни, я только к этому шла, все, да. Не, ну, главное, что у вас тоже все хорошо, как говорится. Да. Не, ну, что? Ну, вы по любви же, да? Не там, не по... Да, представляете, вообще, так долго встречались, мы вот 5 лет вместе, я уже думала, что все, этот момент никогда не настанет, там были какие-то, типа, там, разговорчики, там, ой, может быть, но само предложение никогда вот не было. Не поступало. Да, и вот как раз, мама уже все тоже такая думает, все, никогда замуж не выйдешь, никогда внуков не увижу. Я такая, ну да, все, может, уже надо кого-то другого там это искать, все. А в итоге вот раз, и все, говорит, все, давай распишемся, вот давай, вот выходи за меня, вот все хорошо будет у нас. Ну, только могу, так скажем, поздравить вас, только порадоваться, но помните, да, что, скажем так, брак – это как вторая работа. В нем тоже нужно будет, ну, я такой с высоты своих, да, уже там многих, лет, у нас будет 14 лет свадьбы с женой, 14 лет брака. Да, значит, с высоты своего, так скажем, полета брачного могу сказать, что нужно работать в браке всегда. И когда вот происходят какие-то события в виде разводов, то значит, что много чего было недоработано. Поэтому не надо расслабляться. То есть вы достигли этой цели, про которую сейчас сказали, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Нужно постоянно работать в браке. Ну, сохранять его, что там, я не знаю, улучшать и так далее. Так, он звонит. Да. Привет. А я вот уже близко, я уже на такси еду, подъезжаю, скоро буду уже. А ты где? Подожди, ты шутишь? Я не понимаю. Просто я не понимаю. Как?
свадьбы не будет. Почему? Это вот так вот. Ну как так? Что случилось? Не умер же от этого человека? Что, если он звонил сам? Да блин, что случилось-то? Ну все, передумал. Как передумал? А как, если, ну, вы еще, у вас, я так понимаю, сейчас назначено, да, по времени-то на подачу заявления? Как он передумал за сколько, за 20 минут? За 15? А что сказал-то? Ну, не, ну, можете не говорить, конечно, просто очень неожиданно. Сейчас успокоюсь. Хотите водички? У меня есть вода целая, не открытая. Хотите? Давайте я сюда поставлю. Давайте я остановлюсь где-нибудь, да? Чтобы вы, ну, успокоились. Ладно? Водички. А давайте. Держите. Давайте, знаете что? Ну, я так понимаю, мы же не поедем туда сейчас. Давайте я поездку закрою, просто чтобы вам на деньги не залипать. Хорошо? Да, давайте. Закрою здесь. Ну все, успокойтесь. Спокойно, не конец света. Спокойно. Он объяснил как-то этот поступок-то? Да. Что сказал? Сказал, что встретил бывшую. Все. Что не может жить без нее. Блин. Жестко играют канадцы. Не знаю, как вас утешить. Вот могу вот водичкой предложить вам водички. Ну и не знаю, там хотите, давайте, может, я вас куда-нибудь довезу там до родителей, чтобы как-то вам полегче было чуть-чуть. Не хотите? Да. Мне кажется, что родителям сейчас не лучший вариант, потому что мама очень расстроится. Блин, согласен. Хреновая мысль. Давайте тогда, наверное, подруге. Ну, давайте скажите адрес, я вас бесплатно довезу. Пускай это будет мой вклад в ваше что-нибудь. Ну, чтобы хоть чуть-чуть вам как-то помочь. Что я... Скажите адрес просто, и мы поедем. Вы... Так. Успокойтесь, да, продышитесь. Давайте, я да. тогда спрошу подруги. Давайте, где она там, да, хорошо. У меня есть еще бумажные глоточки, если хотите. Дать вам? Дать? Держите. Пожалуйста. Да, давайте. Какой адрес? Так. Советский. Так. Ну, все. Постарайтесь немножко успокоиться. Возьмите бутылочку вина.
до прихода подруги и хоть как-то это, чтобы стресс снять. Ну, потому что не знаю, сколько тут вина. Да я понимаю, я понимаю, что мои слова вам... Вот честно, у меня сейчас кошки на душе так скребут, что я бы, не знаю, я бы сейчас сказал хрен с ним, поехали вместе в ЗАГС, я сейчас все исправлю. Но дело в том, что я женат, у меня дети, и это будет такая себе история. Поэтому предлагаю только вот вино. И я, как, скажем так, человек разумный и логичный, ввиду того, что я мужчина, могу сказать, что, давайте, что все, что не делается, все к лучшему. А представляете, если бы у вас там, не знаю, там, не дай бог, беременны были бы, да, там у вас какой-то был бы брак по залету или еще там какие-нибудь моменты, отягчающие какие-то обстоятельства, а их, слава богу, нет. Вот. И ипотеки, да? Ипотеки совместные, да, вот это вот там, эта история. Ну, и как бы хорошо, что вот так произошло. Тем более, представляете, что если бы вот он сейчас, вы подали заявление, поженились бы, и вот он бы встретил бывшую, и все эти сомнения нахлынули бы там через неделю, месяц, там 2 месяца после свадьбы, представляете? Вы бы уже были разведенкой. Ну, прикиньте, да, разведенкой. И там будущий ваш какой-то поклонник бы сказал, а вот как бы ты была замужем, вы бы сказали, да, блин, а сколько брак продлился? И вы такая, 1 месяц. Там, или полгода, он бы такой, типа, что-то здесь не так. И он бы уже не поверил в эту историю. Ну, то есть, слава богу, что так все произошло. Поэтому, как говорится, пусть будет так. Пейте водичку, если хотите. Держите, это вам. Я вообще не могу осознать вот это. Я просто не понимаю до сих пор, как это столько времени, столько подготовки. Да еще и вы 5 лет встречались, это тоже такая история, ну как бы нифига себе. Вот, самое главное это да тут все вроде плохо. вроде как вот там каждый день есть тебя люблю и все такое, и тут вот просто жесть. даже не было возможности подготовиться. Хоть бы, если бы отношения испортились там за месяц хотя бы, за неделю была возможность типа подготовиться морально. Но ему-то тоже это стоило, я представляю, каких сил до последнего дотянуть, до последнего, и просто еще и по телефону, да, сказать об этом, то есть не при личной встрече, а по телефону, то есть это, блин, я понимаю, почему он это сделал, то есть сначала у меня был вопрос, почему он по телефону-то и в самый последний момент, а сейчас-то я понимаю, что просто, это тяжело, это тяжелый такой момент, как бы, прям тяжелый я вот себе слабо представляю вот эту тему, если бы я вот на этом месте оказался, этого человека, и вот чтобы мне пришлось такое бы говорить, я бы, не знаю, посидел бы везде бы, это тяжело достаточно. Вы не переживайте, ладно? Сильно, по крайней мере, я понимаю, что надо переживать, получается так, вот мой совет, винишко, а еще лучше коньячок, чтоб наверняка, коньячок и шоколадку, и прям вот с подругой прям распить ее на кухне. Вот прям рекомендую, очень, очень рекомендую. Так, приехали, я вот здесь остановлюсь, хорошо? Ладно, денег с вас не беру, как обещал, так что будьте счастливы, как говорится, и не грустите. Я очень надеюсь, что вы найдете себе нового, да? Спасибо вам. Да не знаю, уместно вас обнимать, но не буду на всякий случай, чтобы не привить отвращение ко всем мужчинам. Ладно. Все, с чем мог, помог вам. Да, спасибо за воду, за вашу поддержку. Спасибо. Вам тоже. Вам тоже в вашем браке удачи. Да, благодарю. Но я уже не соскочу, у нас уже много якорей. Ипотека, дети и все остальное. Надеюсь, что вас держит не только все, это. Да. Берегите себя, подругу, зубы, все будет хорошо. Всего хорошего вам. А вам тоже. Да, до свидания. Не грустите. Бля, это жесть, я могу сказать, если честно. Прям это жесть жесткая. Вот прям конкретно жесть жесткая. Скажем так, вопросов к пацану. Да, я. И если ты меня смотришь, я к тебе обращаюсь. Какой же ты ебан, что так поступил? Как так-то? Я не знаю всех раскладов. Я понимаю, что там может быть дохера нюансов.
вот так в последний момент, вот эти вот как серпом по яйцам, ну это же вообще жестко. Блять, ну так нельзя делать, ну ты чё, мужики? Вот не надо так запускать. Если вы чувствуете, что вы чувствуете, то нахер, блядь, быстрее это все. Потому что женщины, они же по эмоциям, очень мало вот этого вот рационального, разумного и логичного. И когда, ну, блин, вы, блядь, поднимаете женщину там, не знаю, до небес, а потом резко ее швыряете вниз, ну это, блядь, это может, во-первых, быть психологическая травма на всю жизнь, да, что она больше никогда не захочет сказать «да» никому, да и вообще отношения с мужчинами. То есть она сейчас может вообще с ума сойти и лечиться от депрессии еще 100 лет. Ну вы что творите-то? Мы же таксисты не можем вас заменить все. Частично можем, конечно, но, опять же, у нас другие задачи, мы людей перевозим, понимаете, а не души лечим. Мы, конечно, можем чем-то помочь, водичкой, там, советом, еще чем-то, но... Можем, конечно, и больше, но нас на всех не хватит, мужчин. Вы что творите, блин, а? Давайте как-то это... Ну и давайте, не знаю, сердечко накидаем этой девочке, чтобы все у нее было хорошо. Ну и кто, соответственно, не такой пидор, хочет заменить ей спутника, можете в комментарии писать. Может, она вас когда-нибудь увидит или прочтет, и вы будете прекрасной парой. Что-то я сам растрогался, расчувствовался. Мне, наверное, тоже нужно бутылочку коньячку и к подружке. Ой, господи, что говорю такое? Господи, прости. И к другу, конечно же, к другу. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.